Сегодня мы расскажем вам трогательную историю о жизни одного из самых красивых и талантливых турецких актеров – Акын Акыназу. Еще недавно его называли новым лицом турецких мелодрам, а поклонники видели в нем преемника Бурака Озчивита. Роль в культовом сериале «Ветреный» принесла ему мировую известность и огромное количество фанатов. Но вместе с успехом в его жизнь пришла череда трагических событий, которые кардинально изменили его судьбу. Акын потерял все, что было для него самым дорогим – родителей, любовь всей жизни и даже уверенность в будущем. Сегодня мы раскроем все детали этой драматической истории, от звездного взлета до темной полосы, которая затмила его улыбку. Оставайтесь с нами, будет интересно. Акын Акыназу родился 22 сентября 1990 года в Анкаре, Турция. Его семья с самого начала была незаурядной. Мать Акына, Азлем Акыназу, была известной актрисой, которая блистала на экранах и завоевала любовь зрителей своим талантом. Его отец, Тамер Акыназу, был успешным бизнесменом, известным в своих кругах благодаря своим достижениям. Такое сочетание творческой и деловой энергии заложило основу для интересного и насыщенного жизненного пути их сына. Интересно, что Акын изначально не планировал связывать свою жизнь с актерством. Несмотря на то, что он рос в окружении искусства благодаря своей матери, он долгое время не видел себя на экране. Однако все изменилось, когда юный Акын начал увлекаться голливудскими фильмами. Он вдохновился великими актерами и их мастерством настолько, что твердо решил пойти по пути искусства. Это было непростое решение, особенно учитывая разногласия в его семье. Когда Акыну было 17 лет, его родители развелись. Этот разрыв стал настоящим ударом для подростка, который всегда стремился к гармонии в семье. Развод родителей серьезно повлиял на его эмоциональное состояние, но особенно глубокой осталась связь с матерью. С детства он был очень привязан к Азлем, которая поддерживала его во всех начинаниях. Эта связь сохранилась на протяжении всей жизни. Даже сейчас, если внимательно изучить фотографии Акына, становится заметно, что подавляющее большинство снимков с ним – это моменты, запечатленные вместе с матерью. Фотографии с отцом встречаются гораздо реже, что подчеркивает их более сдержанные отношения. Азлем Акыназу не только поддерживала сына эмоционально, но и вдохновляла его на покорение новых вершин. Именно она стала его главным союзником на пути к актерской карьере. Тамер Акыназу, напротив, не был в восторге от выбора сына. Как успешный бизнесмен, он считал актерство пустой тратой времени и настаивал, чтобы Акын продолжил его дело и взял под управление семейный бизнес. Но Акын проявил настойчивость и решил следовать своей мечте. Со временем, когда Акын стал узнаваемым и успешным актером, его отец пересмотрел свое отношение. Тамер Акыназу признал талант сына и начал его поддерживать, осознав, что его выбор был правильным. Однако главным человеком, который был рядом с Акыном на протяжении всего пути, оставалась его мать. Интересный факт о жизни Акына – он единственный ребенок в семье. У него нет ни брата, ни сестры, и это еще сильнее укрепило его связь с матерью, ставшей для него не только родителем, но и лучшим другом, наставником и источником вдохновения. Акын Акыназу впервые появился на экранах в сериале «Великолепный век. Империя Кесем», где сыграл роль одного из янычар дворца. Хотя это была небольшая роль, она стала его первым шагом в мир киноиндустрии. Однако настоящий успех и всеобщая известность пришли к нему благодаря роли в турецком сериале «Ветреный». Этот проект стал не только поворотным моментом в его карьере, но и сделал его одним из самых популярных актеров Турции.
Особенным фактором успеха сериала стала невероятная экранная пара, которую Акын создал вместе с Эбру Шахин. Их химия была настолько сильной, что зрители по всему миру начали верить в реальность их чувств. Фанаты буквально влюбились в эту пару, сравнивая их с такими культовыми дуэтами, как Бурак Ощевид и Неслихан Атагуль. Многие надеялись, что искра между ними выйдет за пределы экрана, и они станут одной из самых красивых и обсуждаемых пар в турецком шоу-бизнесе. Однако поклонников ждал неожиданный поворот. Когда Акын только начинал свою карьеру, и о его личной жизни было известно мало, никто не догадывался, что в его жизни уже есть особенный человек. Его второй половинкой оказалась девушка по имени Сандра, армянского происхождения. Сандра и Акын были вместе более 9 лет, и это стало сюрпризом для тех, кто мечтал о романтической связи между Акыном и Эбру. Когда информация о Сандре стала достоянием общественности, многие фанаты почувствовали разочарование. Но несмотря на это, они продолжали надеяться, что после завершения ветреного между Акыном и Эбру начнется что-то большее. Однако их ожидания не оправдались. Вместо романтики финал сериала был омрачен разладом между актерами. По слухам, между Акыном и Эбру разгорелся серьезный конфликт, и они закончили совместную работу в обиде друг на друга. Так, история ветреного осталась только на экране, а Акын и Эбру пошли своими путями. Но несмотря на это, их экранная пара навсегда останется в сердцах миллионов зрителей, которые мечтали о продолжении их истории как в кино, так и в жизни. После завершения ветреного всплыли неизвестные ранее факты о сложных отношениях между Акыном Акыназю и Эбру Шахин. Анонимный источник, скрывая свое лицо, рассказал журналистам о том, что чувства между ними действительно были реальными. По его словам, это можно было заметить по их искренним взглядам и тому, как они проводили время вне съемочной площадки. Однако Эбру не хотела разрушать отношения Акына с его давней девушкой Сандрой, поэтому держала свои чувства при себе. Акын, хоть и чувствовал ту самую искру, предпочел остаться верным своей долгой любви. Но именно это решение, возможно, стало началом серьезных проблем. По настоянию Сандры он попросил убрать из сценария лишние сцены поцелуев и романтики с Эбру, не посвящая ее в эти договоренности. Когда Эбру узнала об этом, она окончательно охладела к своему партнеру и свела их общение к минимуму, ограничив его лишь профессиональными моментами на съемочной площадке. Извинения Акына не помогли, и их отношения за кадром были разрушены навсегда. Потеря Эбру стала первым серьезным ударом для Акына. Но вскоре в его жизни началась еще более трагическая глава. Ему сообщили о тяжелом диагнозе его матери, Азлем Акыназю. Рак стал для нее тяжелым испытанием, и, несмотря на долгую борьбу с болезнью, она скончалась в этом году в возрасте 60 лет. Для Акына это стало настоящей катастрофой. С детства он был невероятно привязан к своей маме, которая всегда поддерживала его, верила в его талант и была для него источником вдохновения. Потеряв мать, он осознал, что остался один, без самого главного человека в своей жизни. На похоронах Азлем Акыназю актер не мог сдержать своих эмоций. Его рыдания разрывали сердце всех, кто был рядом. Это была тяжелая сцена прощания с матерью, и никто из присутствующих не мог остаться равнодушным к его боли. Для Акына это стало финальной точкой в череде личных трагедий. Всего через месяц после этой утраты Акын объявил о расставании с Сандрой, девушкой, с которой он был вместе более 9 лет. Их отношения не выдержали испытания временем и тяжелых жизненных обстоятельств. Некоторые считают, что расставание было неизбежным, слишком много боли и недосказанности накопилось за годы их совместной жизни.
Так, Акын потерял не только Эбру Шахин, которая могла стать его настоящей любовью, но и Сандру, с которой он связывал многие годы своей жизни. Теперь актер переживает тяжелый период. Череда трагедий лишила его не только близких людей, но и уверенности в завтрашнем дне. Однако поклонники верят, что он сможет найти в себе силы преодолеть эту темную полосу и снова обрести счастье, несмотря на все удары судьбы. Друзья, жизнь иногда преподносит нам самые сложные испытания, и история Акына Акыназю – яркий тому пример. Но мы верим, что сила духа, поддержка близких и любовь поклонников помогут ему справиться со всеми трудностями и найти новый свет в своей жизни. Давайте пожелаем Акыну удачи, крепкого здоровья, и пусть он вновь обретет свое счастье. Спасибо, что были с нами сегодня, что досмотрели этот ролик до конца. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк и включить уведомления, чтобы не пропускать новые интересные истории. До встречи в следующем выпуске.